После гибели высокоразвитых цивилизаций всегда наступает время варваров. Можно провести аналогию со школой, из которой ушли воспитанные и обученные выпускники, и пришли первоклассники, невоспитанные и необразованные дети, похожие по своему поведению на стадо мартышек. Понятно, что преподаватели снисходительны к милым малышам и могут им простить взятие Трои или даже сожжение Александрийской библиотеки. Но вот геноцид – это уже слишком. Тут надо собирать спецсоветы и принимать меры. За выбитое мячиком окно могут вызвать родителей или назначить штраф. Ну а за устроенный учениками начальных классов взрыв могут расформировать класс. Кроме того, от покинувших школу старшеклассников могло остаться много всяких интересных вещей, включая спрятанное оружие, наркотики или личные дневники. В общем, аналогия такая. Встречаются два мира, детские варвары и взрослые развитая техногенная цивилизация, на территории одной и той же планеты. При этом сами взрослые планету покинули, вариант родителей на даче, но множество интересных штуковин, дедушкин Винчестер и папин журнал Playboy, оставили. Получается известный сюжет с постапокалипсисом, подобной модели, изложенной Стругацкими в романе «Пикник на обочине». После отъезда туристов из леса, куда они приезжали на пикник, лесные зверушки обнаружили кучу загадочных артефактов. Проживая на большой свалке, оставшейся после ухода предыдущей цивилизации, варвары привыкли искать что-нибудь полезное для себя. Вопрос в том, что может быть полезным для варваров. Сложные техногенные объекты варварам непонятны. Они являются либо магическими артефактами, либо загадочными, но бесполезными предметами. Для варваров имеют ценность сплавы металлов и все, что можно использовать как оружие. Короче говоря, сами варвары мало чему из древних предметов смогли найти применение. Однако среди варваров периодически рождались маги Атлантиды, обладавшие знаниями о древних технологиях. Такие древние маги быстро занимали в социуме значимые позиции. Они входили в контакт с копателями и организовывали их обучение. В итоге обычные таскатели предметов с древних помоек превращались в вполне приличных археологов, знакомых с древней историей и технологиями. Большая часть древних предметов попадала магам в неисправном состоянии. Нужны были инженеры, маги и техники. Их было взять негде, но в то же время они были рядом. Ведь в подсознании многих варваров дремали древние специалисты. Их нужно было выявить и разбудить. Маги Атлантиды, имевшие, как правило, статус вождей и шаманов, устраивали кастинг соплеменников. Просматривая большое количество людей, маги выделяли тех, у кого были древние воплощения, имевшие подходящие специальности. Далее происходило разделение на магов и технарей. Большинство древних магов Атлантиды, асуров, обладало полным сознанием и восстанавливалось самостоятельно. А, например, маги ванов и лемурийцев часто нуждались в инициации. Что касается двергов и альвов, то среди людей рождались только полукровки. Чистокровные дверги рождались в подземной популяции этой расы. Аналогично чистокровные альвы рождались в подводных городах. Способности, присущие двергам и альвам, развивали и у полукровок. Инициированные дверги-полукровки усиливали команды археологов, а альвы включались в группы целителей. Отобранные технари получали посвящение. После ритуала у технарей происходило замещение личности. Вместо дикого варвара власть над телом получал древний специалист. Имеющие магические способности проходили особые ритуалы инициации, в результате которых вторая личность активизировалась в режиме наставника. Происходила сборка личности. Маг становился бессмертным, то есть перерождающимся. Основной задачей избранных была классификация и ремонт древних артефактов. Не было реальной возможности производить поврежденные комплектующие артефактов, поэтому переставляли целые модули в однотипных артефактах и из нескольких нерабочих делали один работоспособный. Большую проблему представляли собой источники энергии. Их было несколько типов. Первое – батарейки. Источники энергии небольшого размера, построенные на разных принципах, для переносных аппаратов. Как правило, небольшой мощности и с большим временным ресурсом – в 1000 лет.
Обычно находили поврежденные экземпляры. Химические батарейки в основном разрушенные, ядерные часто в работающем виде, но из-за серьезной защиты последние были массивные и не подходили для питания оружия или средств связи. Поврежденный корпус ядерной батарейки представлял угрозу для любых живых организмов, поэтому устройствами с такими батарейками экипировали немертвых. Второе. Аккумуляторы. Заряжаемые накопители энергии. Более мощные, чем батарейки, но держат энергию меньше времени из-за ее утечки. Нуждаются в генераторах для подзарядки. Имеют небольшую массу, но довольно большой объем. Построенные по принципу искривления, деформации, метрики пространства. Третье. Генераторы. Устройства, работающие по принципу преобразования энергии одного вида в другой. Самый редкий и важный тип – солнечные кристаллы. Подобно листьям деревьев, эти кристаллы преобразуют солнечную энергию в тепловую, которая далее преобразуется в другие виды. Известны и поглотители природной энергии, перепады магнитного поля Земли, преобразующие эту энергию в электрическую. Кроме того, существовали сосуды разной формы, всасывающие внешнюю энергию и преобразующие ее в световую энергию инфракрасного диапазона. В те времена наиболее ценную часть находок составляло оружие и боевые магические артефакты. Они давали власть, возможность захватывать новые территории и ресурсы. Позже, когда империи сформировались и возникли элиты, увеличилась ценность человеческой жизни. В этот период особую значимость приобрели артефакты целителей. С целью обслуживания магической поддержки империи были сформированы культы богов и энергетическая система храмов. Для обучения магов и увеличения их личной силы использовались артефакты волшебников. Формирование магических империй можно разделить на следующие этапы. Первое. Объединение нескольких племен в племенной союз под руководством воплотившегося мага Атлантиды Асура с полным сознанием. В некоторых случаях империи создавались магами ваннов или лемурийцев. Для активизации памяти прошлого союзников в этих традициях использовались искусственные приемы, например, таблички велигутов. Сюда можно отнести специальные короны, сложные артефакты, предназначенные для активизации правого полушария, передаваемые внутри знатного рода. В индийской традиции Сахасрара чакра обозначена как тысячелепестковый лотос. Корона имитирует цветок лотос с лепестками-зубцами, при этом число лепестков у корон разного статуса различается. Минимальное у баронской короны, больше у графской короны, еще больше у короны герцогов или принцев, наибольшее число зубцов у королевской или императорской короны. Второе. Завоевание и формирование империи. Маг собирает артефакты и инициирует помощников. С помощью техногенного оружия и боевых заклинаний армия захватывает новые территории и ресурсы. Завоеванные племена присоединяются к империи. На всей территории империи происходит кастинг. Инициированные магом варвары, обладающие скрытыми магическими способностями, привлекаются к просмотру подсознания претендентов. Прошедшие кастинг и инициацию получают должности в империи. Третье. Прекращение расширения империи. Создается материальная культура, выстраивается система управления и здравоохранения. Четвертое. Создание магической школы. Обучение магов выходит на серьезный уровень, ремонтируются артефакты и создаются новые. Все важные чиновники получают артефакты, соответствующие их специализации. Пятое. После смерти или перехода в самадхи древнего мага в империи власть потихоньку переходит в руки чиновников и военных. Магическая школа вырождается в религиозный культ божества, учитель самадхи, или превращается в тайный магический орден, поддерживающий данную традицию. Древние артефакты, отремонтированные учениками школы, перекочевывают в сокровищницы владык или становятся предметами дележа между старшими учениками школы и в итоге попадают в захоронение могущественных волшебников. Каждый исправный древний артефакт, обладающий собственным источником энергии, даже находящийся в пассивном и неработающем состоянии, все равно создает вокруг себя энергетические неоднородности,
влияющие на здоровье живых организмов и работу электронных приборов. Многие артефакты нарушают метрику магнитного поля планеты и могут быть найдены с помощью компаса или магнитной стрелки. В настоящее время их можно найти по аномальным зонам потери связи между мобильными телефонами, несмотря на покрытие территории тем или иным оператором связи. Некоторые наиболее важные артефакты помещали в подземные камеры рядом с капсулами магов Самадхи. Сперва над этими камерами строили античные храмы и языческие капища, но с приходом христианства и ислама на месте языческих святилищ воздвигались соборы, церкви и мечети, к которым переходил статус святилища. На месте расположения главного языческого святилища строили и важный собор. Поэтому, если предположить, что в какой-то местности существует капсула мага Самадхи, то ее следует искать в крипте или подземельях наиболее статусного собора. Если какой-то собор отмечен случающимися там чудесами и исцелениями и связан с паломничеством большого количества людей, то, скорее всего, именно под ним находится активный маг Самадхи, стремящийся собрать наибольшее количество ментальной энергии, создаваемой религиозными людьми в процессе молитвы. Обычно и наиболее сильные и опасные древние артефакты можно найти именно в таких местах. В основном это какие-то виды древнего настоящего оружия. В период существования варварских цивилизаций, когда использовалось в основном холодное оружие, когда стреляли из луков и арбалетов, техногенное оружие древних называли настоящим или истинным. В первую очередь это было лучевое оружие бластеры, создающее высокочастотное излучение, разрушающее материальные объекты, включая живые организмы. Кроме того, сюда можно отнести аннигиляторы, разрушавшие материальные объекты за счет диссонанса двух звуковых лучей, заставлявших соседние части материальных объектов вибрировать на разных частотах. Это и локальные искривители пространства, создающие порталы между заданными или случайными точками. Например, такой искривитель в виде бомбы или гранаты мог создавать портал в океан, то есть иметь там заданную точку и инициировать наводнение за счет тонн воды, проходившей через портал за время его действия, до нескольких минут. Аналогичным образом искривители могли извергать лаву вулканов или плазму Солнца. Некоторые из них были способны выбрасывать или втягивать объекты в удаленные точки космического пространства. Кроме того, существовал большой спектр магического оружия, работавшего по принципу переписывания существующего договора. Некоторые виды древнего оружия делили на части и прятали их в разных местах, а какие-то виды, например, бомбы или снаряды, на части разделить было невозможно. В таком случае их помещали под охрану магов Самадхи, не допускавших смертных к своим капсулам и заодно охранявших наиболее опасные древние артефакты.